Здравия! Поскольку, как некоторые в роликах вопят на существ в разной форме, Федерация вон отсюда, ну или как ее там правильно, все еще не занесла мне мои миллионы, положенные Творцом по рождению, а в комментариях появились люди, не понимающие, когда появилась РФ, и рассказывающие про какую-то настоящую Конституцию 1992 года, придется еще и их спасать. Еще появились забавные млекопитающие, которые топят за итоги какой-то войны десятка нелегальных пятерочек, к которой мы уже лет 80 не имеем никакого отношения. И тут у меня нет желания кого-то обидеть. Как и во всех семьях, было уничтожена куча предков, не проживших своей жизни как положено. И результаты показывают полную бредовость таких затей. Народу положили десятки миллионов, но мы на том же месте, все еще в оккупации. А текущих вояк, скорее всего, постигнет та же судьба, что и в прошлые циклы. Инвалидов сгноят в далеко стоящих больницах. Ваш любимый Сталин так и поступил. Самых тупых и отмороженных посадят на места мелких чиновников. Тут главный фактор – подчинение, доходящее до сектантства. А всех, кто представляет опасность для режима, пересажают по тюрьмам. Юридически они все под статью наемничества попали. Ведь войны и военного положения не объявлено. Конечно, есть еще один вариант. Ходят ФСБшно-КГБшные сплетни, что следующим подожгут Казахстан, который ранее казачий стан был еще лет 100 назад, и вояк погонят дальше туда, гнить в окопах с мышами. Текущий режим никуда не торопится и любит конфликты затягивать. Это у них на квартиры населению денег нет, а на войну сколько угодно. Каждый день показывают запуск разных ракет. Каждая такая – это чья-то квартира полетела, а то и целый подъезд. Ящик вообще забавный. Одни победы. Граница столкновения только на месте. Мне тут рассказали, что там рядом перевалочный пункт. Сотни гробов едут обратно без остановки. Местные в ахере от количества. А затем еще и выплаты не дают родственникам. Говорят, мол, они в самоволку убежали. Никто их атаковать не посылал. Путинизм во всей красе. Еще забавно, что во мне видят какого-то гнилого рифлянца, несмотря на то, что показываю в роликах все как есть. Я ж не виноват, что у нашего населения много глупостей сгустилось в мозгу, типа гражданства СССР. Опять же, не обвиняю и не пытаюсь кого-то оскорбить. Мы все на своем уровне развития или деградации находимся. Прекрасно понимаю специфику времен. Это сегодня у нас интернета есть, а раньше нет. Была только рабочая повинность, а времени в библиотеку сходить нет. Оккупационная система рассматриваю с точки зрения вот этого якобы права в виде публичной оферты. Если по-русски сказать аферы, они с точки зрения фанатизма, эмоций, ностальгии и прочих. Абсолютно уверен, что пока мы не сделаем свое образование, оторванное от всех этих вставленных нам оккупантам земли чужих правил, так и будем находиться в пятой точке. Ведь играть по чужим правилам равно заведомо проиграть. Новая система – это хорошо забытая старая, с распределением ответственности на каждого. Пока народ будет ждать нового пастуха, будем пребывать в текущем состоянии. Всех оленеводов так или иначе перекупают или устраняют. Только децентрализация спасет этот мир. Ролик, разжевывающий тему, есть на канале. Называется «Копа Вечи и блокчейн-технологии». Ссылка в описании. У нас нынче мир денег. И первое, что требуется сделать, это частные деньги. Обратите внимание, как горят жопы от криптовалюты у хозяев денег. Они будут бороться с явлением как могут до упора. Поскольку на просторах интернетов не встречал четкий план действий, видимо его придется продумывать за всех мне. Ожидайте роликов по копе, пока мое внимание отдано крипте, поскольку это не только точка выхода, но и тема, за счет которой я могу нормально жить. Не понимаю, чего все еще не в моем криптосообществе. Это отличная возможность отнять, как говорил Задорнов, у тупых америкосов, которые чего-то лучше нас живут, наворованные у нас в 90-х ресурсы. Ну или, как модно говорят, перераспределить. На крипту больше всего влияют биржи США и Англии. Кто там англосаксов ненавидит в комментариях? Вот он шанс. Времени до булрана считанные месяцы остаются. Кто успеет запрыгнуть в уходящий поезд, молодцы. Остальные на завод, так сказать, ну, если бы они у нас были. Готов потратить кучу времени и объяснить всем желающим подробно, что делать. Понимаю, для многих тема новая и непонятная.
И да, в ней масса жуликов на всех уровнях. А теперь к теме. В сети ходят два документа о переименовании РСФСР в РФ. Первый явно поддельный вброс с подписью. Поймите, не подписывают жулики таких важных документов. Кому охота брать на себя ответственность? Они же понимают, что делают. Образование у них другое, чем для стада. Второй — копия из Минюста РФ. Самое очевидное. Подписано с должности никем не избранного президента РФ. До появления самой РФ благодаря фальсификации этого документа. Что тогда этого президента не было, что сейчас нет, ибо замещение должностей везде. На этом ролик можно заканчивать, но давайте еще. Неочевидное, невероятное. Верховный Совет РСФСР – это съезд народных депутатов. 25 декабря 1991 года его не было. Пятый внеочередной съезд народных депутатов РСФСР шел с 10 по 17 июля и с 28 октября по 2 ноября 1991 года. Шестой съезд с 6 по 21 апреля 1992 года. Документы тогда подписывали два человека. Председатель и секретарь Верховного Совета РСФСР. Где подписи? Тогда рулили Верховные Советы, а не президенты. Закон, принятый ВС РСФСР, обязательно публиковался в Вестнике ВС РСФСР и вступал в силу только через 10 дней с момента официального опубликования. А здесь мы видим надпись «Закон вступает в силу с момента принятия». Нарушение. А еще не существовало на тот момент места подписания Дома Советов России. Печать должна визировать подпись. Поверх ставится. На данных документах что-то непонятное. Более того, РСФСР является союзной республикой. Для образования государства требуется много чего сделать. В том числе провести референдум согласно 5 статьи проекта Конституции СССР 1977 года. Размежевать границы. Демаркационных договоров нет. Как и нет актов передачи земли и собственности от РСФСР в сторону РФ. Подкинем еще дров в топку. Вот ответ Минюста о том, что у них нет данных о переименовании РСФСР в РФ. Все, что есть эти 30 с чем-то лет, это безудержная пропаганда и мифотворчество телевизора, аспекты коих постоянно опровергают органы РФ. Всем добра, здоровья, процветания и денег.